я просто сейчас подумал, что я вспомнил, в Петербурге был такой клуб, где каждый день праздновали Новый год. Да, «Зима» он назывался. Я просто сейчас подумал, что хорошо бы вот такую вести каждый месяц Новый год и выпускать картину. Все не работали и ходили, мы собирали бы огромные деньги тогда. Вот. Но действительно студия... Я вообще выступаю, и весь креатив в нескольких на своей спине чувствую категориях. И как продюсер, и как режиссер, и еще как мастер в Авгике. У меня есть мастерская и фестиваль международный. Поэтому это я не потому, что хочу похвастаться, но каждый час приходится сталкиваться с чем-то, с чем надо преодолевать. И то, что вы говорите, снимать... У нас летом, например, были съемки в Крыму огромной картины «Пальмира». И как не получить несколько инфарктов, зная, когда сидит группа в 150 человек, и каждый день могут происходить чудеса самые разные, это, конечно, тяжело. Но, тем не менее, мы стараемся все-таки делать картины, если говорить про креатив еще, то... И «Стрельцов», как мы считаем, это все-таки зрительская картина, конечно. И довольно успешно она все-таки прошла. И, скажем, как фильм «Китобой», это и фестивальные успехи в Венеции, то есть разнообразная палитра. И, конечно, вот наш конек – это дебюты. И мы как раз об этом я хотела попросить вам рассказать, о дебютах. Если рассуждать о том, что должно быть вот в будущем, мы все-таки об этом еще говорим, да, мы... Вот Эдуард очень подробно рассказал, как мы живем на сегодняшний день, и это непросто, поверьте, непросто, несмотря на то, что мы приспособились, но это очень тяжело. Но, на мой взгляд, вот дебютная часть, которая, мы все говорим, давайте больше дебютов, давайте, так сказать, больше на это денег, но мне кажется, я давно это призывал сделать, и мне кажется, это не необходимо. Создать федеральный дебютный центр. Это не значит, что никакая студия не может этим заниматься. Это не в этом дело. Но единый центр, я предлагал когда-то это в Петербурге сделать, возможно, это в Москве. Вот замечательная Юлиана студия Горького, которая может быть как основным фундаментом. И это даст возможность, потому что я знаю по многим молодым режиссерам, они, да, пристраиваются, но это как процесс, который может быть, а который может не быть. И вот это очень важно, и плюс, как мне кажется, еще важная составляющая, вот вы упоминали о Каннах, и мы идем вперед, вот мы должны идти вперед еще более уверенно, а для этого вот новых этих ребят нужна какая-то подготовка, скажем, понимание экспортной продукции. Понимаете, вот это, мне кажется, очень важный такой момент, который пока мы интуитивно, скажем, я бы сказал, происходит. Глобальных границ да, кино, да. Глобальных. Мы все-таки должны думать о том, когда-то закончится, наверное, пандемия и там, и как выходить, как те же платформы, которые существуют и на Западе, и у нас уже есть какие-то успешные примеры. Вот как это все расширять и как построить эту систему. Вот это, мне кажется, очень важно. А если говорить еще о каких-то практических вещах, да, огромное спасибо, что вот произошла в конце года поддержка, и правительство выделило огромные деньги на прокат и для производителей. Но вот мы все уже обсуждали это и столкнулись с тем, что... А как их использовать? Нет, как распределять, это будет распределять. Но когда вы их получите... Это ваша задача. Нет, но это понятно, что... Но понимаете, дальше существует, пока, во всяком случае, это я не только от себя говорю, это мы обсуждали, существует, что мы должны закрывать только долги. А мне кажется, что, учитывая, что происходило, и мы тратили какие-то дополнительные суммы на то, чтобы произвести в производстве картину, мы должны эти деньги иметь возможность использовать на новые проекты. Это существует сейчас ограничение, что только одна субсидия может быть государственная. Но, может быть, как-то можно это не то, что обойти, а просто издать отдельный какой-то, не знаю, дополнение, указ или что-то еще. Но это необходимо, иначе все равно это будет происходить только какими-то другими путями.
А это логично, что эти деньги для того, чтобы ты мог создать новый креативный продукт, который будет успешно использован. Вот мне кажется, это очень, очень важно. Спасибо. Спасибо, Алексей Ефимович.